Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева. В этом видео мы затронем тему грустную о нарушении трудовых прав наших граждан в Эмиратах. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео и поехали. Первое и самое основное нарушение, с которыми сталкиваются, наверное, все те, кто заключает вообще двусторонние соглашения, это когда сами условия соглашения не соответствуют реальности. То есть вы соглашаетесь на определенные условия труда, на определенную оплату, работу, сверхурочные и так далее, а в результате, когда вы приезжаете в Эмираты или когда вы сталкиваетесь с реалиями, то оказывается, что либо вам зарплату указывают другую, либо то, о чем вы договаривались, не соответствует действительности. Поэтому для предотвращения таких нюансов необходимо изначально договориться при заключении договора, контракта, предусмотреть все нюансы. Второе распространенное нарушение – это удержание паспорта. К сожалению, даже крупные компании этим грешат, и имеет место быть такое нарушение, как удержание паспорта работников. На самом деле это незаконно, вы можете это оспорить. Я об этом говорила в своем инстаграм, отправляла видео. Кстати, кто не подписан, подписывайтесь на мой инстаграм, там небольшие короткие видео, разъяснения, посты. Вы можете, если вам интересно законодательство Эмиратов, то я там более подробно это освещаю. Итак, возвращаясь к нарушению о удержании паспорта. Это на самом деле незаконно, но тем не менее и это сложилась такая юридическая практика. То есть, если вы поймете работодателя, который также рискует, что работник в один день покинет компанию, оставит все так, как есть, там клиентов, какие-то контракты срываются, поэтому здесь нужно понимать, что, наверное, это и есть метод подстраховаться самому работодателю. Если по всем иным основаниям вас компания устраивает, то, конечно, это ваше право судиться или не судиться с такой компанией, но мой вам совет, это даже не юридический совет, что в каких-то моментах необходимо быть flexible или гибкими, поэтому если оплата хорошая, если во всех иных отношениях вас компания устраивает, то решайте сами, будете ли вы из-за паспорта, который в принципе вам отдел кадров возвращает, когда вам необходимо уладить свои какие-то вопросы или куда-то съездить, вполне адекватно к вам подходит. И здесь компания идет на уступки, и как бы здесь нужно находить компромисс. Еще одно очень частое нарушение – это задержка оплаты труда. Да, имеет место быть задержка оплаты труда, и если эта задержка очень такие существенная, то вы можете пожаловаться опять же в Министерство труда или в вашу фризону. Это серьезное нарушение, за этим очень строго следят, и Министерство труда имеет свои рычаги воздействия на работодателей, которые в принципе сразу же оплатят вам заработную плату в момент, когда поступит к ним жалоба. Это на самом деле очень строго регламентируется. Очень часто нарушение бывает, что вы работаете сверхурочно. Когда вы сталкиваетесь с реалиями, та компания, которая казалась вам мечтой, на самом деле оказалось, что очень часто используют рабочую силу сверх нормы, и это действительно частое нарушение, и мириться ли с этим, или же отстаивать ваши права, это, конечно, опять же на ваше усмотрение, но однако этим грешат и крупные компании. Я думаю, что и в наших странах есть такое, что мы перерабатывали, и компании нам не доплачивают за это. Одно из очень частых нарушений в Эмиратах бывает недоплата чаевых или процентных комиссий, о которых оговорено было в самом начале процесса трудоустройства. Это имеет место быть, к сожалению, и если вы это не закрепили в трудовом договоре, то вы, в принципе, не вправе уже после претендовать на эти выплаты. Одно из вопиющих нарушений, на мой взгляд, это незаконное увольнение, конечно, друзья. С этим мы сталкиваемся, это имеет место быть здесь в Эмиратах, и если с вами так несправедливо обошлись, то вы можете это обжаловать и компенсацию получить в размере 3-месячных заработных плат. Но для того, чтобы доказать, было ли это незаконным увольнением, вы должны посмотреть на 120-ю статью Трудового кодекса, закона о труде, федерального закона о труде Объединенных Арабских Эмиратов, где указано основания, по которым вас могут уволить. Если вы хотите ознакомиться, то в принципе можете посмотреть у меня в инстаграм-канале или подписывайтесь, я в будущем освещу, пишите, если вам интересно, мы обсудим эту тему в моих следующих видео о незаконных увольнениях более подробно.
Итак, это было еще одно нарушение, к сожалению, которое действительно имеет место быть. Мы переходим еще к одному очень страшному нарушению, которое, к сожалению, вот самое, наверное, обидное, когда вас использовали, вы 3 месяца отработали, но вам не дали ни трудовой договор, вашу визу вам не сделали, резидент-визу, вас не переоформили как работника, в результате вы потеряли время, не получили зарплату, и самое обидное, что проработали бесплатно. Вот в этой связи, конечно, важно с самого начала заключать контракт. Нужно понимать, что самый максимум примерно это занимает месяц. Если в течение месяца, 2 месяцев вам ничего не дают на руки, у вас нету никакой визы, то это повод серьезно задуматься вообще, стоит ли вам с этой компанией дальше продолжать. Это уже повод бить тревогу. Еще одно нарушение, к сожалению, о котором умалчивают и которое тоже имеет место быть, это когда с вас же удерживают сумму на оформление резидент-визы, на медицинскую страховку, которая на самом деле должна ложиться на плечи работодателя. Это незаконно, друзья. И опять же, нельзя с этим мириться, нужно бороться за свои права, нужно знать свои права и с самого начала отстаивать и, по крайней мере, показывать, что вы в курсе своих прав и можете пожаловаться. Если вы будете последовательны в своих действиях, то победа будет за вами. Друзья, это была Айман Ескараева, ваш юрист в Дубае. Пожалуйста, пишите в комментариях, с какими еще нарушениями вы сталкиваетесь, или вообще какие-либо вопросы трудовые вас интересуют. Я постараюсь обязательно ответить на каждый комментарий. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока!